Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю всех с прошедшей Пасхой. Желаю всем здоровья, мира и всего самого-самого доброго. Сегодня я вам покажу рецепт торта, который я только недавно поняла, что я вам его еще не показывала. Это медовик. Но это мой медовик. Он очень вкусный. Это торт, который даже здесь, в Греции, его постоянно просят испечь. И знакомые, и подруги моей дочери. И вообще, мне кажется, его любят все. Попробуйте его испечь по моему рецепту, я уверена, у всех получится. Рецепт очень легкий, совсем не сложный, а торт получается очень-очень вкусный, мои дорогие. Начнем печь. Сегодня, мои дорогие, начинаем приготовление с крема. Для крема берем одно яйцо и разбиваем его в небольшую кастрюльку. Туда же отправляю 200 грамм сахара и хорошенько размешиваю. Плиту пока что не включаем. Крем у нас будет заварной. Перемешиваю все это очень-очень хорошо, но без миксера. И добавляю 700 мл теплого молока. Слегка теплое молоко должно быть. Или холодненькое. Добавляю 70 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваем все это быстро, чтобы не было никаких комочков. И добавляем остаток молока. Включаем плиту на среднюю мощность и провариваем крем до густоты. Как только крем загустел, переливаем его в другую посуду. Постоянно помешиваем крем, конечно, когда варим. Накрываем пленочкой и оставляем остыть. Крем можно сделать с вечера, а торт уже выпекать утром. Кому как удобно. Для теста опять-таки берем небольшую кастрюльку и отправляем туда 100 грамм сливочного масла. Можно взять маргарин. 200 грамм сахара. 100 грамм меда. И все это нам нужно будет растопить на плите на небольшом огне. Мощность плиты должна у нас быть даже меньше, чем средняя, чтобы ничего у нас не прилипло. Перемешиваем постоянно. Как только масло полностью растворилось, растворился и сахар, добавляем 1 чайную ложку соды. Тут же хорошенько перемешиваем. Как только смесь пенится, тут же мешаем, не останавливаемся. Мешаем, и у нас пена спадает, видите, на глазах. Как только пена спадет, тесто готово. 3 яйца перемешиваю хорошенько. Тесто у нас уже чуть-чуть остыло. Как только остывает, видите, меняется цвет, тут же становится темнее. И постепенно добавляю яйца. Постоянно помешиваем. Масса не должна полностью остыть, она должна быть теплая. Совсем чуть-чуть остужаем. Постоянно помешиваем, чтобы у нас, конечно, не получилась никакая яичница. Быстренько все размешиваем и начинаю добавлять муку. Здесь ровно 500 грамм муки, ни больше, ни меньше. Муки уходит 500 грамм. Даже если вам покажется, что тесто жидковатое, когда оно хорошенько остынет, с ним будет очень-очень легко работать. Больше, чем 500 грамм муки не добавляйте. Теперь уже нужно будет все это делать руками. Лопаточкой уже невозможно. И собираю тесто. Оставляю остыть буквально на 5-10 минут. Как только тесто остыло, с ним уже очень легко работать. Переношу тесто на рабочую поверхность и собираю его. Еще раз замешиваю хорошенько. Делаем небольшую колбаску. И нужно будет нашу колбаску разделить на 8 частей. Кусочки у нас должны получиться приблизительно по 135 грамм где-то. Делаем шарики и накрываем обязательно пленочкой. И сейчас нам нужно будет раскатать. Для коржей я беру 2 листа пергаментной бумаги.
На одном листе буду раскатывать, а вторым листочком накрою. Так раскатывается очень легко. Вместо второго листа пергамента можете прекрасно взять любую пленочку. Мой вам совет: раскатайте все коржи и уже потом начинайте выпекать. Потому что коржи выпекаются очень быстро, приблизительно 5-6 минут. Раскатываем как можно тоньше. Теперь нужно будет вырезать круг. Здесь у меня донышко от формы 28 сантиметров. Возьмите любую тарелку и обрежьте. Края, вот эти обрезки, я не буду уже собирать снова. Я их точно так же буду выпекать рядышком с коржом, потому что они нам пригодятся потом для обсыпки. Обязательно наколоть нужно вилочкой. И вот таким образом нам нужно будет выпечь первый корж. Ну, как я вам уже сказала, лучше всего все коржи раскатайте. Такой корж у нас получается. Коржи выпекаем при температуре 180 градусов приблизительно 5-6 минут. Переносим на решетку и снимаем бумагу. Теперь займемся кремом. Крем у нас уже полностью остыл. И здесь у меня 200 мл сливок. Сливки у меня жирные, жирностью 33%, 33%. Лучше всего, конечно, брать сливки больше, чем 30% жирности. Сливки отдельно я не взбиваю, я их постепенно добавляю в крем и взбиваю. Если вы не хотите добавлять в крем заварной сливки, добавьте просто сливочное масло 200 грамм. Добавляю ванилин или ванильный сахар, у кого что есть. 1 пакетик нам пригодится. Вот такой крем получается. Коржи уже. Они получаются мягкие, не резиновые. А вот эти кусочки нам нужно будет измельчить или скалочкой, или в блендере, кому как удобно. Я сегодня в блендере измельчила. И вот такая крошечка у нас получается. Начнем собирать торт. Переворачиваем корж, укладываем на блюдо. И где-то приблизительно 4 столовые ложки крема на каждый корж у нас уйдет. Крема много, потому что коржи должны очень хорошо пропитаться. Распределяем равномерно крем. Точно таким же образом обработаем все наши коржи, прослоим все коржи. И вот у нас остается уже последний корж. Распределяю равномерно крем на бока и наверх. Крем уходит весь. Можете, как я вам уже говорила, разложить коржи на столе и распределить крем по ложечкам. Кому как удобно. Сейчас мы торт будем украшать. Украшаем торт, конечно, крошкой. Вначале бока, а потом уже присыпем сверху. Обязательно нужно дать торту пропитаться. Я его оставляю на столе буквально на 2-3 часа, а потом уже кладу в холодильник на всю ночь. Чем дольше он стоит в холодильнике, тем он становится вкуснее. Будем резать и пробовать. Торт очень мягкий, тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить. С ним справится любой. Рецепт абсолютно несложный. И посмотрите, какая красота получилась. Торт вкусный и, мне кажется, абсолютно недорогой. Напишите мне, мои дорогие, кто пробовал этот торт и под каким названием он проходил у вас в регионе, в вашей, так сказать, молодости. Я его выпекаю уже очень-очень много лет и продолжаю даже выпекать в Греции очень часто.
Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если вам нравятся мои рецепты, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всем желаю всего-всего хорошего. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока. Всех люблю.